Девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам, если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую классную рубашку. Вы не представляете, как просто она вяжется. Смотрится она очень стильно, очень здорово. Она подойдет как на мужчин, так и на женщин. Можно вязать однотонные, можно вязать, например, в полосочку, комбинировать разные цвета. Как я уже сказала, вяжется она очень и очень просто. В основе рубашки вот здесь у нас лежит шестиугольник. То есть мы вяжем сначала шестиугольник, потом складываем его пополам. У нас получается вот такая буква Г. И потом по нужным нам сторонам просто увеличиваем, расширяем нашу рубашку. Вяжем по нужным нам сторонам столько рядов, сколько нам нужно. То есть это все очень-очень просто. Здесь нет никаких ни прибавок, ни убавок, вообще ничего. Потом, когда мы добрали нужную ширину рубашки, нужную длину, ширину и длину нашего рукава, когда у нас уже все готово, у нас получается две вот эти половинки рубашки, сшиваем его по заднему шву на спинке, и потом вывязываем наш воротничок, и все. Пряжа у нас Ярнаш джинс, 55% хлопок, 45 полиакрил, 50 грамм, 160 метров. Мой цвет 26, точный расход смотрите в описании под видео. Я вязала крючком номер 4, вы можете вязать любым вам удобным, 3, 3,5, 4, 4,5. Просто это будет зависеть от того, насколько вы хотите плотную рубашку получить. Чем меньше крючок, тем более плотное вязание получается. Начинаем вязание рубашки с одной из половинок. Как я уже говорила ранее, рубашка состоит из двух абсолютно одинаковых деталей. В основе этих деталей лежит шестиугольник, поэтому для начала будем вязать шестиугольник. В волшебное кольцо амигуруми, либо скользящую петлю, сейчас будем набирать пучки, которые состоят из 3 столбиков с одним накидом, и между ними будем делать 2 воздушные петельки. Итак, делаем наше кольцо вот таким образом, обматываем 2 пальчика, крючком подхватываем вот эту рабочую нить, вытаскиваем крючок, делаем закрепительную петельку. Все, эта петля у нас не считается, это просто мы подсоединились к колечку. Если колечко маловато, его можно так чуть-чуть растянуть. Потому что сейчас нам сюда нужно будет уместить 6 пучков по 3 столбика. Итак, делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это имитация как бы первого столбика с одним накидом. И сюда же рядом с ним провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Первый накид, второй. Вот у нас готов первый пучок из 3 столбиков с одним накидом. А между пучками, как я уже сказала, делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Далее делаем все то же самое. За вот эти 2 сразу ниточки будем провязывать следующий пучок, который состоит из 3 столбиков с одним накидом. В это колечко провязываем первый столбик, накид, второй, накид, третий столбик. Пучок у нас готов, можно вот так их подвигать друг к другу поближе. Далее 2 воздушные петельки. И точно таким же образом делаем еще 4 пучка. Также при необходимости можно чуть-чуть затягивать уже наше колечко, если вот, к примеру, хвостик остался слишком маленький. Итак, провязываем последний пучок. Делаем также 2 воздушные петельки. 1, 2. Колечко затягиваем, подтягивая за вот этот хвостик. Потуже можно потянуть. Так, смотрите, получилось у нас 6 граней. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот у нас получился шестигранник. Итак, вот эти 2 воздушные петельки сделали. И подсоединяемся к 3 воздушной петельке изначально набранной косички. 1, 2, 3. Просто соединительным столбиком. Все, первый ряд у нас готов. И далее начинается, в принципе, однотипное вязание. Все очень просто. Смотрите, каждый раз, когда вот мы закончили наш ряд, мы будем подбираться соединительными столбиками вот по вот этим вот петелькам к нашему уголочку. Это нужно, чтобы вот мы начинали прям с самого уголочка. Смотрите, вот закончили вязание. Можно продеть крючок вот в первую косичку. Просто соединительный столбик первый. Следующая второй. И вот еще один остался прям рядом с уголочком, с арочкой. Третий. Также вот соединительный столбик. Все, мы оказались вот прям в этой арочке. И здесь начинаем вязание опять наших пучков. Вот этот наш уголок и все последующие будет состоять из пучка из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли между ними и сюда же в арочку 3 столбика с одним накидом пучок. Делаем
3 воздушные петельки. Это имитация первого столбика с одним накидом. Провязываем сюда же 2 столбика с одним накидом еще. Это первый пучок. Делаем 2 воздушные петли. И провязываем сюда же в арку 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Вот такой уголок у нас получается. Между уголками, вот между вот этими крайними пучками, будем делать по одной воздушной петельке. В принципе, этого можно и не делать. Просто у вас получится вот эти окошки чуть-чуть поменьше. Вот я решила сделать между вот этими пучками по одному столбику. То есть по одной воздушной петельке. Делаем одну воздушную петлю. И вот опять у нас сразу следующий уголочек. В него провязываем точно так же, как и здесь. Пучок из 3 столбиков с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. Довязали еще один уголок, делаем опять одну воздушную петельку и вяжем следующий уголок. И так делаем идентично 1, 2, 3, 4 раза. Вот довязали последний уголочек, арочку, сделали вот этот последний пучок. Также делаем одну воздушную петельку и подсоединяемся тоже соединительным столбиком в третью изначально набранную петельку. 1, 2, 3, просто соединительным столбиком. Далее подбираемся каждый раз, как я уже говорила, к уголочку соединительными столбиками, то есть чтобы прям оказаться вот в самой арочке. Также, смотрите, делаем соединительные столбики. 1, 2 и 3 петелька. Все, мы оказались опять в арочке. Точно так же будем делать все последующие ряды. Все, с этого ряда делаем все абсолютно идентично. То есть у нас в каждом ряду между уголочками будет появляться новая арочка, в которой мы будем провязывать просто 3 столбика с одним накидом. В следующем ряду появятся 2 новые арочки, в следующем ряду 3 и так далее. Давайте еще разок вместе провяжем этот ряд, и вы все поймете. То есть сейчас делаем 3 воздушные петли, как обычно. Провязываем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли между ними и еще раз сюда же пучок из 3 столбиков с одним накидом. Это у нас уголок. Делаем одну воздушную петлю. Сюда провязываем в образовавшуюся арку просто пучок из 3 столбиков с одним накидом. Опять делаем одну воздушную петлю, провязываем наш уголок. Вот второй уголочек мы сделали. Видите, образовались новые 2 петельки. То есть в следующем ряду в них мы провяжем также пучки по 3 столбика с одним накидом. Между ними по одной воздушной петельке. И все абсолютно очень просто. Шестиугольник вяжется. И таким образом вяжите такое количество, которое вам нужно. Сейчас я вам покажу, в каком месте можно остановиться. И смотрите, какая деталь у меня получилась. Вот такой шестиугольник. Не обращайте внимания на то, что он так сборится. Это нормально, он у вас точно так же будет сбориться. То есть это не квадрат, он не должен быть плоский. Сколько я связала рядов? Смотрите, вот это моя серединка. То есть тоже считаем за первый ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов я провязала. И далее делаем таким образом. Смотрите, просто складываем противоположные уголочки. 2 уголочка. Все, и смотрите, у нас получается рукав. И вот это наше тело рубашки. Все на самом деле гениально, очень просто. Вот кто бы мог подумать, да, что вот таким образом шестиугольник можно сложить и получить вот такую вот детальку рукава. Кому нужно, могу сказать размер вот этой моей детальки. Она получилась, ну давайте вот тут 14 сантиметров. Вот это место. Вот здесь получилось 26 сантиметров. Опять же, плотность вязания у всех разная абсолютно. У вас это, возможно, может получиться чуть меньше, либо чуть больше. И смотрите, как примерно понять, на каком месте, на каком ряде нужно остановиться, вязать наш шестиугольник, потому что далее мы будем вязать не шестиугольник, а мы будем вязать по каким-либо из сторонам, которые нам нужно будет увеличивать. Я связала вот эту свою деталь, и вот так прикладываю, вот это место у нас будет подмышка, и смотрю, что примерно вот эта длина рукава мне нравится. Я остановилась, то есть длиннее рукав я не хочу, короткие сильные я тоже не хотела. Все, я вот приложила, смотрю, что мне вот эта длина рукава абсолютно устраивает. И все, на этом я остановлюсь вязать свой шестиугольник. И далее будем вязать по 5 сторонам нашего шестиугольника, то есть игнорируя вот эту одну из сторон, которую нам больше не нужно увеличивать в длину. То есть в дальнейшем мы сейчас будем вязать, наращивать наши все оставшиеся 5 сторон. То есть сейчас будем вязать по вот этим сторонам 2 идентичным. Они у нас отвечают за увеличение ширины рукава.
Вот эти две наши одинаковые части отвечают за увеличение ширины рубашки, то есть нам нужно сейчас будет дойти до середины груди и середины спинки. Вот эта часть нашей детали отвечает за длину рубашки. Сейчас просто для нашего удобства отметим вот эту нашу сторону, которую мы не будем трогать, просто чтобы вот мы не забывали про нее. Вот можно в один уголочек и в другой уголочек продеть маркеры. Просто это будет означать, что вот эту сторону мы не трогаем, не вяжем. Так, смотрите, вот у нас закончилось вязание. Мы также сейчас должны будем подобраться в наш уголочек соединительными столбиками. И сейчас нам нужно здесь в этом уголочке провязать половину уголка. И потом мы пойдем в обратную сторону. Сейчас делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И сюда же в эту же арку провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Все, уголочек готов, половинка уголочка. Здесь у нас будет образовываться ровный край. Сейчас делаем, как обычно, между пучками одну воздушную петельку. Далее вяжем вот в эти наши образовавшиеся арочки, как обычно мы вязали вот эти стороны нашего шестиугольника. Все, и таким образом сейчас мы будем провязывать одну сторону, потом вторую, третью, далее 4-ю и 5-ю. И встретимся там, где вот мы обозначили нашим маркером уголочек. То есть, повторюсь, мы не провязываем одну из сторон, больше не увеличиваем длину рукава. Итак, мы провязали от одного маркера по всей детали и вернулись к второму маркеру. Смотрите, у нас здесь осталась одна свободная арочка и наш уголок. Как будем делать в каждом ряду, когда у нас будет вот оставаться арка и уголок? То есть все будет одинаково в последующих рядах. В последнюю арку провязываем, опять же, наш пучок. Делаем, как обычно, одну воздушную петельку. И в нашу арочку провязываем точно так же, как и в начале вязания, просто половинку уголочка, то есть пучок из 3 столбиков с одним накидом. Все, вот что у нас получается. Далее будем вязать также в обратную сторону поворотными рядами. Вот когда мы сделали в уголочек пол нашего уголочка, то есть 3 столбика с одним накидом, делаем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем изделие и вяжем сразу в самую первую арочку пучок из 3 столбиков с одним накидом. То есть вот эти 4 наши петельки, это было 3 петли подъема и 1 петелька, которая всегда у нас между вот этими нашими пучками. Далее делаем все абсолютно то же самое. Опять вяжем по 5 нашим сторонам и возвращаемся к нашему маркеру с этой стороны. Вот мы подошли к концу нашего вязания. Смотрите, как провязываем в конце этого ряда. Провязываем вот в последнюю нашу арочку пучок. Делаем, как обычно, воздушную петельку, которая у нас вот между как бы вот этими пучками. И делаем накид и провязываем столбик с одним накидом в 3-ю петельку, то есть в самый уголочек. Отсчитываем 1-я, 2-я петелька, вот 3-я петелька, она прям в самом уголочке. Просто столбик с одним накидом провязываем. Вот что у нас получилось. То есть ряд у нас начинался с имитации столбика с одним накидом из 3 воздушных петелек, и плюс вот эта одна воздушная петелька, как перемычка между пучками. А здесь у нас как бы не будет имитации, у нас она полноценный столбик с одним накидом. Начало и конец ряда у нас должны быть одинаковыми. Смотрите, вот здесь такая арочка, и вот здесь такая арочка получилась. Это я уже провязала 2-й ряд поворотными рядами. Давайте свяжем 3-й ряд, как у нас будет начинаться. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. Сейчас в эту самую ближайшую арку провяжем 2 столбика с одним накидом. Это вот как бы у нас получился половинка нашего уголочка. То есть таким образом у нас будет начинаться новый ряд. Делаем воздушную петельку и делаем сейчас все абсолютно то же самое по 5 сторонам. И возвращаемся к этому нашему уголку. Опять подошли к концу нашего ряда. Опять у нас осталась одна арочка. В нее провязываем, как обычно, пучок. Воздушная петля. И в эту нашу арочку также провязываем пучок из 3 столбиков с одним накидом. То есть мы повторяем вот этот предыдущий наш ряд. Будем вязать точно так же. Вот что у нас получается. Точно так же, как и после вот этого пучка. Помните, мы сделали вот тут 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Переворачиваем вязание. И в самую первую арочку провязываем наш пучок. Вот у нас будут чередоваться вот этот 1-й, 2-й ряд, 1-й, 2-й. То есть запомните, как начинаются вот эти 2 ряда, и они будут чередоваться из ряда в ряд. Давайте дойдем до конца ряда. Еще раз вам покажу, как это все соединять, и будете провязывать нужное количество вам рядов.
Вот опять подошли к концу. Сейчас сюда провязываем пучок в последнюю арочку. Делаем воздушную петлю и провязываем в третью петельку столбик с одним накидом. Раз, два, третья. Все, ряд у нас закончился. И теперь вы знаете, как начинать и заканчивать ряд при поворотном вязании. Просто чередовать будете вот этот ряд, этот и так далее. Вяжите столько рядов, сколько вам нужно. А я сейчас буду вязать именно ширину рукава. После того, как я провяжу, я вам скажу, сколько я рядов еще связала. На данный момент мы связали 1, 2, 3, 4 ряда. Итак, смотрите, какая деталька у меня получилась. Это половина рубашки. Смотрите, вот это у нас рукав, вот это у нас плечико, боковая часть, это нижний край, и вот это серединка либо спины, либо переда. Сейчас я вязала вот по вот этим 5 сторонам. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Таким образом я провязала 10 рядов. Также я вязала параллельно вторую свою половинку, и вам советую так делать. Например, вот свяжите сначала шестиугольник у одной половинки, потом у второй, свяжите несколько рядов у одной половинки, потом несколько рядов у второй, и вяжите вот так параллельно по несколько рядов. Это нужно для того, чтобы наши половинки были максимально похожи друг на друга. Потому что, к примеру, если вы свяжете сначала одну половинку, потом вторую, есть вероятность, что у вас они могут отличаться по размерам. Одна будет больше другой. Просто потому, что у вас рука сначала вязала по одному, потом она вот захотела у вас связать либо поплотнее, либо наоборот послабее. И из-за этого может получиться, что детали могут быть разных размеров. Сейчас я прикрепила вот здесь по плечевому шовчику, здесь и здесь булавками, либо скрепками, примерила на себя, посмотрела, как это все смотрится, все отлично. Я поняла, что вот эту ширину рукава больше не хочу увеличивать сюда вверх, все, поэтому здесь больше я вязать не буду по этим сторонам, здесь и здесь. Вязание у нас закончилось здесь на рукаве, я его отрезаю, кончик закрепляю. Сейчас я буду вязать теперь только по 3 сторонам одной из половинок. То есть вот здесь по одной стороне, здесь по нижней стороне и здесь по задней. Таким образом я сейчас уже буду регулировать ширину своей рубашки и длину. Сейчас я вам советую также разложить, как и я, вот эти 2 свои готовые детали. А также обратите внимание, чтобы вот эти 2 шестиугольника изначально связанных были на одинаковой стороне. То есть помните, мы вязали по кругу, и как бы все время была как бы лицевая сторона к нам. Там была изнаночная с другой стороны. Поэтому сделайте так, чтобы и эта половинка была с одной из сторон. Хотите, чтобы лицевая смотрела, либо изнаночная, чтобы это все было одинаково. И смотрите, такой совет, когда вы вяжете вот по вот этим сторонам, здесь спереди, либо по вот этой задней, не затягивайте сильно вот эти пучки, когда вяжете, то есть не вяжите плотно, потому что есть вероятность, что у вас вот так деталь может вот так чуть-чуть съежиться. И вот эта сторона будет как бы вот так смотреть чуть-чуть в бок. А нам нужно так сделать, чтобы вот эта деталь была вот так прям четко прямо. Просто это в готовом изделии будет смотреться красивее. Поэтому, если вы заметили, что у вас вот так деталь начинает вот так чуть-чуть съеживаться, да, некрасиво, лучше, конечно же, это распустить и перевязать. Также на определенном этапе вы сами должны определиться, на каком. Я сама, потому что мы вяжем с вами абсолютно разные размеры рубашек. Я вяжу по себе, мне нравятся объемные вещи, к примеру, да. Вы вяжете, к примеру, узкую рубашку. Мы с вами должны определиться с вывязыванием места под воротничок. То есть, что это означает место? Мы должны будем с вами связать несколько укороченных рядов по передним частям наших 2 половинок, чтобы потом мы красиво смогли вывязать наш воротничок. Что означает укороченные ряды? Мы будем вязать вот не отсюда прям с уголочком, а, например, начнем вот с этой арочки, вот так провяжем по всему краю до противоположного уголочка. Это у нас будет спина, на спине мы будем вывязывать прям в уголок. Потом вернемся обратно, опять же сделаем на 1 пучок меньше, и то есть вот таким образом у нас будет вот такая лесенка небольшая. Это и будет у нас как бы подготовительное место для нашего воротничка. Тут никак это место не высчитаешь, на каком этапе это нужно делать. Вы просто каждый раз должны все это примерять на себя и вот чисто визуально это понимать, как это будет выглядеть. Сейчас для удобства я вам предлагаю отметить наши половинки именно перед половинки, что у первой, что у второй, чтобы потом не путаться. Все, я обозначила перед на своих половинках, то есть это у меня будет 2 передние части, там у нас будет спинка. И сейчас после примерки я уже поняла, что с этого момента я уже буду вывязывать вот эти свои укороченные ряды. Сейчас я подсоединяюсь вот к этому месту, не в самый уголочек, а вот в арочку предпоследнюю до уголка. Вот в эту арочку. Вытаскиваю рабочую нить, делаю закрепительную петельку, делаю 3 воздушные петли, 1, 2, 3, разворачиваю вязание. Сейчас будем вязать по этой стороне. И сюда же провязываю 2 столбика с 1 накидом. Это наш пучок.
одна воздушная петелька. И все, так вяжем по нашей схеме, как обычно. Вы вяжите, если вам нужно, к примеру, увеличить только ширину рубашки, вы вяжите только вот до низа, то есть низ вы не трогаете, если вам не нужно его увеличивать в длину. Просто вот поворотными рядами, здесь закончили, и так вот поворотными рядами. Либо, если вам нужно увеличить длину, как и мне, вы вяжите вот по всем сторонам, как я уже сказала ранее, и вот до спинки, прям вот до самого уголочка. Итак, смотрите, я довязала один ряд, вот здесь начало вязания у нас было, повязала здесь по переду, по нижнему краю, и здесь по спинке, в уголочек прям. Сейчас я буду вязать в обратном направлении, и вот встретимся здесь, вот в этой арочке. Вот провязала пучок в последнюю арку, сейчас нам нужно начать вязать пучок вот с этой арки, будем делать так. Вот мы закончили вязание пучка, разворачиваем работу, и соединительными столбиками подбираемся к вот этой арке. Вот таким образом подобрались. Все, и отсюда можно начинать вывязывать новый ряд наших пучков. То есть вот таким образом все у нас будет получаться. Здесь не будет никаких перемычек. И вот такие рядочки укороченные у нас будут получаться на вырезе для воротничка. Все, и сейчас мы вяжем такое количество рядов укороченных спереди для вот этого воротничка, сколько вам нужно. Каждый раз примеряйте перед зеркалом вот эти вот половинки рубашки, примеряйте на себя, смотрите, как это все смотрится, и на том месте останавливайтесь. Итак, я провязала 6 укороченных рядов. Вот смотрите, вот такая лесенка у меня получилась. Место для нашего воротника. Сейчас предлагаю сшить по швам наши детали. Вот здесь по плечевому шовчику и здесь сзади на спинке. Соединять можно двумя способами. Например, вот сейчас как есть, мы просто прикладываем друг к другу и вяжем просто вот за обе косички. И таким образом у нас получится видимый шов, что здесь на плечиках, что здесь на спинке. В принципе, это тоже будет красиво. Я же буду соединять наши швы подобным образом, как мы делали вот в этом мастер-классе, где мы соединяли все наши квадратики и треугольники. То есть соединение будет абсолютно невидимым. Сейчас давайте соединим вот этот наш шов сзади. Я перевернула детальки спинкой к нам лицом. Сейчас будем вязать от низа до верха. Можно, в принципе, и наоборот. Кто не смотрел видео с топом, где мы соединяли наши мотивы безотрывным соединением, невидимым швом, посмотрите хотя бы на месте соединения, там, где я вам это все показываю. Вам будет намного понятнее сейчас, о чем я буду говорить. А тот, кто смотрел, помните, мы сначала на одном из мотиве, ну, в данном случае на одной детали, мы должны провязать один рядок наших вот этих пучков, и потом эту деталь мы будем провязывать, соединяя с вот этим готовым нашим рядом. И здесь, соответственно, будет тоже расти новый ряд. Но, в принципе, я так думаю, что можно и не вязать, если не хотите еще больше увеличивать ширину рубашки. Не вязать первый вот этот наш ряд, к которому мы будем соединять нашу вторую детальку. Поэтому я сейчас попробую сделать так. Сейчас нам нужно подсоединить нить к верхней детальке. Вот в самый уголок. Просто закрепительную петельку сделаем. Так. И делаем таким образом. Делаем накид. Прям в самый уголочек вот этой нижней детали провязываем 3 столбика с одним накидом. Прям вот в уголочек. Первый, второй, третий. Далее ныряем под арочку с изнанки наружу и делаем просто соединительный столбик, как бы подсоединились. Далее ищем следующую арочку на нижней детали и сюда в нее провязываем также пучок из 3 столбиков с одним накидом. Далее ищем следующую арку на верхней детали, также снизу просто подсоединяемся соединительной петелькой. Далее ищем следующую арку на нижней детали и провязываем опять наш пучок. В принципе, ничего сложного нет. Шов получается очень классный, незаметный. Все, и точно таким же способом вяжем прямо до самого конца. Когда сшиваете эти 2 детали, не стягивайте вязание, чтобы у нас полотно на первой и на второй детальке оставалось таким же прямым и вот так не съеживалось, не уменьшалось. В конце, когда мы подошли вот к этим нашим 2 арочкам на обеих деталях, просто точно так же вот от этой детали подсоединяемся сюда просто соединительным столбиком, прям в самый уголок. Далее в нижнюю деталь провязываем половину уголочка, то есть 3 столбика с одним накидом. И также соединительным столбиком вот прям в эту арочку на первой детали. Вот таким образом у нас получается шов. С изнаночной стороны его можно отгладить. Он не будет вот так волной, как сейчас. И все будет очень красиво. Точно таким же образом сейчас соединяем наши детали по плечевому шовчику. Итак, мы сшили по швам нашу рубашку. Осталось дело за малым. Сейчас будем заниматься воротничком.
Смотрите, когда мы провязывали укороченные ряды, у нас получилась вот такая лесенка. А сейчас для нашего удобства, чтобы нам было удобно вязать воротничок, нам нужно сделать так, чтобы вот эти все уголочки были соединены одной линией. Сейчас я буду вязать от этого края уголка. А вот эти последние рядочки, что с этой стороны, я трогать не буду. Они у меня никак не будут задействованы в воротнике, просто я так хочу, мне так больше нравится. Вы можете вязать прям вот с самого края, самого последнего ряда. Сейчас подсоединяем нить вот сюда, в самый уголок. Это можно делать с лицевой стороны. Берем нить, делаем закрепительную петельку, набираем 2 воздушные петли, 1, 2, и просто соединительным столбиком или столбиком без накида, неважно, соединяемся вот в следующий уголочек предыдущего ряда. Ну, давайте вот соединительный столбик. Далее опять 2 воздушные петли, 1, 2, и опять соединительным столбиком в следующий уголочек следующего или предыдущего ряда. Так, еще 2 петельки. Еще один уголок. И последний. В принципе, можно даже и соединить линию вот сюда даже. Давайте привяжем. Тут можно даже побольше сделать, наверное, 3 воздушные петельки. И, я не знаю, вот куда-нибудь... Ну, сами смотрите по факту, по месту, куда вам больше понравится. Вот сюда. Также соединительным столбиком. Все. Ниточку обрезаем. Вот такой край у нас получается. Делаем здесь идентично. Потом вот эти кончики обрезаем и прячем вовнутрь. И начинаем вязать наш воротничок. Подсоединяем нашу новую нить рабочую. А можно подсоединить нить вот сюда в образовавшуюся арку. А можно подсоединить вот сюда в пучок. В начало пучка. Если вы вяжете прям вот с самого начала, то можно вот прям подсоединить в самое начало. Я, наверное, вот подсоединюсь вот сюда. В самый уголок. Смотрите сами, то есть провяжите несколько рядов, смотрите, в какую сторону растет ваш воротничок, нравится вам это или нет. Смотрите, если что, можно перевязать, потому что воротник вяжется очень быстро и легко. Так что не бойтесь экспериментировать. Итак, я подсоединяю сюда, делаем закрепительную петельку, делаем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. В это же место делаем 2 столбика с одним накидом, то есть это будет наш первый пучок. То есть воротничок будет состоять тоже из пучков. Также делаем 1 воздушную петельку и вот вяжем в следующую арочку пучок. Воздушная петелька. По арочкам провязываем наши пучки. Когда мы закончили вязать по вот этим нашим укороченным рядам, переходим вот на само полотно рубашки. Вот прям так и будем вязать в каждую арочку. Также провязываем наши пучки. Не забываем по 1 воздушной петельке между ними. Вот, переходим на заднюю часть, также вяжем в каждую арочку. Здесь переходим на укороченные ряды, вяжем по вот этим арочкам и встретимся вот здесь. Вот я подошла к обратной стороне, провязываю последнюю арку. Воздушная петелька и провязываю вот прям в серединку, либо вот в уголочек, ближе к следующему пучку, еще 1 пучок. Вот смотрите, чтобы у нас все симметрично выглядело на обоих сторонах. И смотрите, как будем делать в случае воротничка. Вот мы закончили ряд воротника. Делаем 2 петли подъема. 1, 2. Разворачиваем вязание. Будем вязать в обратную сторону. И смотрите, нам нужно сделать так, чтобы уголок рубашки выглядел красиво. А для этого вот мы, смотрите, сделали 2 петли подъема. И вот сразу же в эту петельку, прям вот самую угловую, ну вот в данном случае 1, 2, 3, провязываем пучок. А точнее вот 2 столбика с одним накидом. И вот у нас получается пучок. Вот. Далее делаем воздушную петельку и вот вяжем уже в образовавшиеся наши арочки. И то есть таким образом в каждом ряду мы будем начинать вот этот новый ряд. Вот, уголочек уже образовывается, он будет расти с каждым рядом. Давайте встретимся в конце ряда. Подошли к концу ряда. Сейчас вот в последнюю арочку провязываем наш пучок. Воздушная петля и провязываем пучок, как я уже говорила в начале предыдущего ряда, вот сюда, в самый уголочек вот это нашего пучка. Прям в самую угловую петельку провязываем пучок. Так, вот что получилось. Делаем 2 петли подъема, разворачиваем и вяжем опять же вот в самый уголочек, то есть в 3-ю петельку от крючка 2 столбика с одним накидом. Это наш пучок. 1 воздушная петля и вяжем дальше по нашим арочкам.
И таким образом вы вяжете такое количество рядов, сколько вы хотите, чтобы была ширина вашего воротника. Буквально каждый ряд примеряйте перед зеркалом, смотрите, нравится вам или нет. Вот так отгибаем, соответственно, смотрим, как красиво лежит наш воротничок, нравится вам или нет, и на том месте останавливаемся. Вот такой воротничок у меня получился. Здесь я провязала 6 рядов. Также обязательно с изнаночной стороны можно его отгладить. А для того, чтобы он хорошо стоял, воротничок, ну, либо лежал, чтобы он так не заворачивался, все-таки эта пряжа, она имеет свойство заворачиваться, закручиваться. Просто разбавьте картофельный крахмал в воде и сбрызните пульверизатором либо пальчиками, вот так, также с изнаночной стороны, и прогладьте. И таким образом воротничок будет держать форму еще лучше. К примеру, если вы хотите получить плотный воротник, как на фото, просто делаем то же самое, только вяжем столбики без накида, также поворотными рядами. И таким образом у нас будут образовываться уголочки с каждой стороны, и у вас получится вот такой плотный воротник. Также обратите внимание, как красиво можно украсить нашу рубашку. Например, как на фото слева, можно сделать окантовку в каким-нибудь контрастным цветом, прям по всем краям рубашки. Либо можно обвязать веерочками, вот как, например, на фото справа. Такие веерочки мы вязали с вами на вот этом пледе. По мастер-классу тоже перейдите, посмотрите, очень все просто делается и выглядеть будет очень мило. Мы обгладили нашу рубашку, а при желании можно пришить пуговички по краям. Также, к примеру, если вы закончили рубашку и вам кажется, что ваш рукав немного длинноват, вы хотели бы покороче, можно сделать вот так, просто его подверните. С подворотом тоже очень классно смотрится, мне так даже больше нравится. Если он, к примеру, у вас постоянно расправляется, можно пришить в нескольких местах, буквально одним стежком, и он у вас будет все время вот в таком положении. А еще в комплект к этой рубашке я связала вот такой вот топ по вот этому мастер-классу, где мы вязали желтую маечку. Делала все абсолютно идентично, просто набирала меньшее количество петель на длину. И так как у меня было ограниченное количество пряжи, у меня было чуть меньше мотка, я сделала вот такую шнуровку, просто довязала ровное количество рядов по бокам. И на оставшуюся пряжу сделала бретельки и сделала шнуровку. Очень будет здорово смотреться вот так под рубашку. Можно будет не застегивать рубашку, будет прям как комплект смотреться. Наша рубашка полностью готова. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!